Сегодня готовим сациви из курицы. Ну а прежде чем мы начнем, хотел порекомендовать вам магазин ИМХ-шоп. В ИМХ-шоп вы можете приобрести узбекские казаны, афганские казаны, печи под казаны, чайки, торцевые доски, шампура и многое другое. Доставляют они в каждый город России и по всему миру. Просто напишите им в WhatsApp, чтобы узнать условия доставки в ваш регион. А недавно они снизили цены, поэтому обязательно зайдите к ним на сайт и убедитесь в этом лично. А если напишите, что пришли от Тихона, получите приятный бонус. Ну а мы начинаем готовить. И первым делом нам нужно сварить нашу курицу, для того, чтобы потом использовать ее мясо и получить замечательный бульон, из которого мы будем готовить соус сациви. Курицу разделю пополам, так будет удобнее засунуть в афганский казан. И также, чтобы бульон получился насыщенным, нам потребуются овощи и специи. 1 головка репчатого лука и 1 морковь. Пару листиков лаврового листа и немного перца горошка. Конечно же, соль. И заливаем водой. Можно, конечно, было бы использовать снег, но непонятно, что получится по объему. Закрываем крышкой и ставим вариться. На это уйдет примерно 30 минут. Курица готова. Можно снимать, чтобы бульон немного остыл. Так, бульон у нас остыл. Сольем его, нам понадобится для приготовления соуса. В афганском казане бульон получается особенно концентрированный, наваристый и вкусный. А саму курицу нам нужно перебрать, отделить кости от мяса. Из остатков бульона можете приготовить замечательный суп. Ну а мы перебираем курицу. Убираем все кости и хрящи. Саму курицу нарываем на мелкие кусочки. Отлично, можем приступать к приготовлению соуса. Первым делом ставим разогреваться сковородку на огонь. Пусть потихоньку греется. И измельчим в блендере 300 грамм грецкого ореха. Вот такая вот мелкая крошка. И отдельно в блендере измельчим до состояния пюре 1 головку репчатого лука. Отлично. Наливаем на сковородку растительное масло и обжариваем лук в течение 1-2 минут. Нам нужно просто убрать из него лишнюю горечь. И как только лук немного протушился, добавляем к нему грецкие орехи. Даем орехам прогреться в течение 30 секунд и при помощи бульона доводим наш соус до состояния жидкой сметаны. При закипании соус начинает достаточно активно густеть, поэтому внимательно следите за его консистенцией. И теперь можно довести его до вкуса. Добавляем соль, уцха сунели или семена пажитника, эмеретинский шафран, перец и сухой чеснок. И хорошенько перемешать. И теперь горячим соусом заливаем нашу курицу. И равномерно распределяем его по курице. Сациви – это закуска, которая подается холодной, поэтому оставляем наше блюдо настояться. А пока приготовим хачапури пинавани в тандыре. Хачапури пинавани – это хачапури из слоеного теста. Я буду использовать готовое дрожжевое. И любое хорошее хачапури начинается с сыра. Возьму 150 грамм адыгейского и 300 грамм сыра сулугуни. И добавим половину яйца для связки. И все хорошенько перемешать. Теперь берем куски готового слоеного дрожжевого теста, примерно по 200 грамм, и раскатываем их в квадрат. И выкладываем сыр на центр нашего хачапури. Немного разровнять. И соединяем края теста по центру в виде конверта.
И перекладываем на пергамент или камень для выпечки. А для того, чтобы у нашего хачапури во время выпечки появилась аппетитная корочка, смазываем яйцом. Совсем чуть-чуть. Получится очень вкусно. То же самое проделаем со всем остальным тестом. Отправляем в тандыр. Выпекаются такие хачапури примерно 20-25 минут. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее все пробовать.